Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Константин Сандик из Молдавии. Он приехал уже второй раз к нам на лечение в Европейскую академию народной медицины в Центре регенерации организма. И год назад он прошел двухмесячный курс лечения. Его состояние было перед визитом к нам достаточно уже тяжелое, да? Уже проблемы были с сердцем, проблемы были с дыханием, с пищеварением, можно сказать. Ну и само по себе при его диагнозе мышечная дистрофия его состояние фактически было уже тяжелым. После первого курса состояние улучшилось настолько, что фактически мы остановили эту болезнь и вернули функции, которые были утрачены в течение даже многих лет. Всех, конечно, интересует, насколько это произошло надолго, эффект этот надолго или нет, и какие результаты в течение этого года еще достигнуты, и какие результаты ты ожидаешь, и что произошло вот фактически, что-то ухудшилось, что-то улучшилось, что ты можешь сказать о себе? Ну, я ничего не ухудшилось, на самом деле, все хорошо. Все только улучшилось, да? Да, по чуть-чуть все улучшается. Мышцы растут, силы добавляются. Что с твоим, например, сердцем? Как оно работает? Сердце работает хорошо. Таблетки ты употребляешь сейчас? Нет, никаких. Сколько времени ты не употребляешь таблетки? Ну, год, уже больше года. От того времени, как ты приехал сюда? После того, как я приехал первый раз к вам, я вообще таблетки не пью. От сердца и вообще никакие не пьешь? Вообще не пью никаких. Ничего, да? Нормально функционируешь? Все нормально. Ясно. Что улучшилось вот из твоих двигательных функций? Ну, не знаю, шея работает сильнее, голова держится, руки. Поворачиваешь хорошо? Ну, нормально. Нормально. А не опрокидывается уже все? Нормально. Поднимаешь? Раньше ты не мог поднять, да, без помощи. Руки как? Ну, руки тоже сильнее стали. Но еще не очень хорошо. Но сила появляется? Да, сила есть. Лучше движение координированное, лучше. Вчера ты мне сказал, что уже фактически в приводных процедурах, в ванне ты уже двигаешь ногами, да? Да. Да, я это заметил пару дней назад на самом деле. Само собой, да? Да, само собой. Сидел в коляске в парилке. А мне брат говорит, что ты двигаешь ногой? Я даже не заметил сам, я сидел и двигал ногой. Потом я на водных смотрю, получается. То есть возвращаются еще дальше функции, которые были давно-давно утрачены. Когда ты двигал ногами? Да я даже не помню. Ну сколько? Я вообще не знаю, много лет назад на самом деле. Ну сколько? 10, 15? Ну, может быть 10. 10 лет назад ты мог что-то похожее делать, да? Ну да, наверное. Ясно. Ну видишь, фактически за год мы постарались и вернули функции, которые 10 лет были утрачены. Но это на самом деле действительно революция в медицине и революция в том, что функции, которые были утрачены давно, сейчас потихоньку возвращаются. И при той ситуации, что нигде в мире эту болезнь просто даже остановить не могут. Ну да. Не просто улучшается, а остановили. Что ты скажешь по поводу своего обследования, которое сделали? Я, когда спрашивают у меня, как мы можем доказать свою, можно сказать, свои результаты, ну, в основном те результаты дают те пациенты, то, что они рассказывают, это как бы довод
того, что это существует, это работает, это не игра какого-то воображения или не какой-то художественный фильм, который здесь делаем мы специально для рекламы. Это то, что есть на самом деле, и то, что существует, то, что произошло. Ты был в Турции, расскажи немножко о этом. Я был этим летом в Турции, перед тем, как приехать к вам второй раз. И на обследование, мне сделали обследование организма, ну, сердце, легкие, обследовали, сделали мышечную биопсию, обследовали мышцы. И на самом деле мне сказали, что мои органы абсолютно в порядке, сердце в порядке, работает хорошо, и мышцы абсолютно здоровые, никакой болезни у них нет сейчас. Но фактически они подтвердили то, что мы и говорим, что сама болезнь полностью остановлена, то есть ее нет. Ее нет в организме, да, нет. Да. То есть нечему уже прогрессировать. Ну, да, поэтому болезнь остановлена, ее не существует, и остались только проблемы, которые были связаны с 30-летней давностью, фактически повреждения организма, которые произошли в течение развития этой болезни. да, остались только эффекты от болезни, а болезни самой нет. Да. Ну, таких случаев очень мало. На самом деле вот все виды мышечной атрофии, дистрофии, миопатии у нас настолько поддаются быстро остановке и лечению, что, ну, честно говоря, даже и мне, и даже тебе трудно в это поверить, то, что происходит, да? Конечно. Да. Ты второй раз уже фактически побыл курс, заканчивается 2 месяца сейчас. И что ты можешь сказать, что ты за эти 2 месяца, ну вот кроме того удивительного факта, что ты начал уже фактически ощущать свои движения в ногах, чувствовать ноги, это уже большой как бы результат. Ну что еще произошло, как ты думаешь? Ну, я даже не знаю, просто стало лучше. Усилился. Мне... Что по боли? Вот первый раз, когда ты приехал, тебе все болело, абсолютно все. Ну, сейчас получше, конечно. Не болит так. Даже на процедурах уже. Нормально проходишь все уже. Ну, да. Да. Ну, сколько в процентном отношении там боли осталось еще? Ну, просто так мне не больно уже. Совсем не больно? Да. То есть это только на процедурах, да. если что-то делают, то ну, ощущаешь. А так боли ты не ощущаешь Нет. никакой? Но когда ты приехал сюда, ты не мог вообще лежать на правом боку. Ты сейчас как? Сейчас я держу. Лежишь нормально? Лежу нормально. Сколько времени можешь лежать? Ну, час, даже больше могу лежать. Раньше ты ни минуты не мог. Я не мог даже встать на правый бок, не то чтобы лежать. Спина у тебя, мышцы, я так смотрю, укрепились, ты уже сидишь. Да, раньше я не мог сидеть, ну, в коляске сидела, а просто так не Просто мог. так посадить тебя Да. на кровать, ты просто падал. Да, я падал, сейчас я сижу. Сейчас сидишь нормально? Да, нормально. Держится спина, все. Да. Вернулись функции тоже. Когда ты мог сидеть тоже? Вот. Когда ты утратил эту функцию? Сложно вспомнить, ну, все время в коляске, поэтому... Ну, все равно помни же, когда ты мог сидеть. Тоже очень давно, ну, скажем, тоже, может быть, лет тоже 10 назад. Лет 10 назад вот, эта функция фактически была утрачена и вернулась сейчас. Ты можешь спокойно сидеть. Ну, я скажу, что те результаты, которые с тобой происходят, это просто фантастика для многих людей. Мало кто вообще верит в такие результаты, что это происходит. И даже те люди, которые будут смотреть этот фильм, они все равно будут думать, что это какая-то специально сделанная программа, и подумают, что это неправда. На самом деле это все реально, то, что происходит на самом деле. И доказательством работы нашей методики
самым лучшим доказательством. Это является вот результаты с Константином. Мы не сильно занимались его мышцами, а если по правде сказать, вообще не занимались. Так или нет? Нет, физиотерапией, конечно, не занимались. Да. Везде, где ты был ранее, у тебя занимались физиотерапией, то есть разработкой мышц и все такое. Мы этим вообще не занимались. Мы дали возможность, особенно этот раз, мне было интересно, как сработает наша методика и как сам организм начнет восстанавливать то, что у него было нарушено. И это действительно так происходит. То есть мы восстанавливали весь организм, но не занимались физическими нагрузками на твой организм, чтобы посмотреть, как это работает. Или физические нагрузки все-таки что-то дают, или же сам организм это отстраивает. Но получается, что сам организм. Ну да. Поэтому мы на правильном пути, и наша теория и практика позволяют сказать, что только сам организм имеет способность сам себя восстанавливать. Мы даем ему все элементы, которые нужны, даем ему возможность, и он это делает. Это самый лучший способ, вот то, что мы делаем, это самый лучший способ на омоложение организма, на фактически восстановление всех функций при любых заболеваниях. Это не только мышечная дистрофия, это фактически любые заболевания, включая те эффекты, которые мы на сегодняшний день имеем с лечением раковых заболеваний, включая даже рак поджелудочной железы. Вот мужчина у нас 4-й год живет спокойно. Ты его видел, наверное, Антон? Поэтому есть фантастические результаты, и эта методика, я считаю, на сегодняшний день, она является, если и существует в природе какой-то эликсир молодости, который все ищут, то это и есть эликсир молодости, я считаю. Как ты с этим согласен или нет? Наверное. Потому что здесь устраняются все проблемы в организме, и человек просто начинает жить немножко по-другому, совсем с другими фактически функциями, с лучшими результатами работы своего организма, и он саморегулирует, самовосстанавливается, самоочищается, и дальше человек уже живет, возвращает даже то, что было утрачено десятками лет. И это происходит само собой. Что самое интересное. Так что я очень доволен теми результатами, которые происходят. Ты хочешь еще дальше Конечно. восстанавливаться? Конечно. Что твои мечты, какие мечты у тебя? Ну, мне хотя бы на ноги стать хоть чуть-чуть. Так, хоть на костылях, хоть как-то. Хоть как-нибудь, да? Да. Чувствуешь себя абсолютно нормально, без никаких проблем, питаешься? Нормально, питаюсь, таблетки не пью. Никакие, да? Да, никакие. Проблема заключалась в том, что много есть болезней, которые я считаю, что эти болезни легко лечатся, а сами люди, сами больные, они не верят в то, что это может быть. Так же, как и с твоим заболеванием, особенно есть много детей, которые болеют мышечной дистрофией, особенно там есть разновидность Дюшена, и дети, которые даже в начальной стадии болезни еще нормально функционируют, не верят их родители в то, что это можно вылечить, а на самом деле в начальной стадии это вообще легко лечится, потому что это лечится даже на последней стадии. Неважно, это генетическое заболевание или нет, есть условия, при которых даже генетика изменяется и ДНК изменяется. Ну, на примере того же Константина и других пациентов, которые у нас проходили лечение, это в принципе доказано. И на сегодняшний день есть письменное доказательство о
том, что Константин вылечил эту болезнь. Есть документация из Турции, которая подтверждает полностью, что он здоров, и у него нет никаких проблем с мышцами, правильно? Да. Чтобы вылечить мышцы, нужно воздействовать не на мышцы, не воздействовать на нервную систему, а дать организму все, что он требует для того, чтобы восстановиться, а не лечить то, что фактически является проблемным. То есть мы видим проблему в мышцах, но лечим мышцы. На самом деле мы просто занимались восстановлением всех функций в организме, постепенно исключая проблемы, которые были видимые и невидимые. Правильно? Константин получает $30 пенсии по инвалидности, но смог приехать дважды к нам и вылечиться благодаря людям, которые ему помогли. Поэтому я со своей стороны, Константин со своей стороны, благодарим тех людей, которые помогали и, может, еще помогут в том, чтобы дальше пройти лечение и дальше восстановиться в результате тех методик, которые мы используем. Спасибо за внимание. И я говорю спасибо.